Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я бы хотела с вами поделиться своим опытом получения грин-карты. Грин-карта — это карта на резидентство Соединенных Штатов Америки. Мой супруг является гражданином США, и чтобы здесь легально находиться, мне нужно получить соответствующий документ. Одним из этапов получения гражданства является получение грин-карты, то есть карты резидента Соединенных Штатов Америки. Не буду вас вовлекать во все эти подробности, потому что я знаю, что многим из вас весь момент легализации не так интересен. В этом влоге я больше хочу вам рассказать свой опыт прохождения интервью. Так как интервью наше было основано на бракосочетании, на интервью мы пошли с мужем вместе, мы были приглашены оба. Офицерам нужно было убедиться, что мы действительно женаты и эти отношения настоящие, потому что многие люди в целях получения резидентства и легализации в Соединенных Штатах Америки, они просто придумывают какие-то фейковые истории. Такое тоже бывает. Мое интервью должно было быть 1 апреля 2020 года, но случился большой COVID 2019, карантин, и многие государственные учреждения позакрывались, в том числе и миграционный офис. На самом деле было очень обидно, так как я ждала целый год этого интервью, и буквально за неделю до самого интервью мне приходит письмо о том, что его отменили. Вы представляете, как это было обидно на тот момент, но ничего страшного. Из ущербов только это мой медицинский осмотр, так как он действует всего лишь 60 дней, и я его прошла в марте месяце до самого интервью, до первой даты. Ну и, конечно же, я его больше не смогла использовать в этот раз, когда они мне переназначили дату. В июне они вновь открыли свои двери для иммигрантов, и с июня месяца я, скрестив пальцы, ждала новую дату. Только в конце августа я получила все-таки свою новую дату интервью, и 31 августа нас вызвали в город Нью-Йорк на иммиграционное интервью, на получение грин-карты. Мы живем сейчас уже на острове, и чтобы попасть на интервью, мы специально летели 4,5 часа, но ничего страшного, мы провели отличные выходные и, в общем-то, сделали два приятных дела одновременно. Документы свои я собирала полностью сама, я не обращалась к никаким адвокатам. Единственное, мне помогал один онлайн-сервер. На самом деле они мне просто дали чек-лист со всеми документами, которые мне нужно подготовить. Ну и периодически писали, как мой прогресс, что было, в принципе, очень удобно. Многие люди нанимают адвокатов, но я для себя решила, что нам адвокат не нужен, я верила в наш кейс, потому что отношения настоящие, никаких сложностей не должно было быть. И прогуглив многие вопросы, я поняла, что я, в принципе, могу сама собрать весь этот набор. Но все же людям с более тяжелыми кейсами я советую обратиться к профессионалам. Ну а также я знаю, что многим на работе предлагают бесплатных лоеров, бесплатных адвокатов, то есть их проплачивают. Ну в таком случае, конечно же, грех не воспользоваться этой услугой. Which means that I help people with their immigration problems. Но в нашем случае мне просто не хотелось тратить от $2000 и доверять свое дело другому человеку. Это, конечно же, выбор каждого личный. Никаких советов по этому поводу я давать не буду. Я собрала вот такой вот пакет документов. Нужно было показать свои документы, доходы, страховку, контракт на жилье, банковские счета общие, фотографии, билеты, все, что можно, все, что доказывает, что ваши отношения реальны. Это на самом деле было не тяжело, потому что когда ты живешь с кем-то, ты связан с человеком, то есть ваши аккаунты, даже какие-то там тот же Amazon или еще что-то, все вы связаны просто 100%. У нас еще и собака есть общая. Доказать на самом деле не так тяжело. Но опять же, задача офицеров заключается в том, чтобы понять, действительно ли эти отношения, потому что вы должны понимать, они тоже люди, они не пытаются вас обидеть, они просто хотят узнать правду. Это их работа. День интервью. Мы прошли за 15 минут до самого интервью. Когда ты входишь в здание посольства, тебя полностью проверяют, как в аэропорту, то есть делают полный скан, надо снять обувь, снять все металлические аксессуары и так далее. После входа ты попадаешь в зал ожидания, и там мы просидели около 30 минут. Каждый раз выходил иммиграционный офицер, называл номер дела,
Case number 861947. И человек со своим делом, у каждого свой номер был, шел за ним. И каждый раз, когда выходил какой-то офицер, я думала, там, хоть бы этот не за нами, либо хоть бы этот за нами и так далее, потому что они все такие же люди, но есть более приятные люди или более сурово выглядящие люди. Вообще за нами пришла такая взрослая женщина, афроамериканка, она такая достаточно с большой улыбкой, красивая женщина. Она назвала номер нашего дела, и мы за ней последовали. Я очень обрадовалась, потому что даже уже идя по коридору, она нас располагала к себе, просто говорила какие-то шутки. Она, кстати, спросила меня, нервничаю ли я, что, наверное, было очень видно по мне. Я очень переживала, я боялась не из-за самого дела, кейса, потому что я могу ответить на любой вопрос, касающийся наших отношений с моим супругом. Меня больше было очень волнительно, просто вся эта какая-то официальная обстановка, нас попросили встать, поднять правую руку. Swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So we got. Покляться, что мы будем говорить только правду, и все наши документы — это реальные документы и так далее. Вот это все как бы очень волнительно, я бы сказала. Само интервью, какие вопросы она нам задавала? В первую очередь она, конечно же, задала элементарные вопросы. Она спросила меня, как зовут моего мужа, его полное имя, дату рождения. Также она спросила его обо мне. Потом она спросила про наших родителей, его про моих родителей, меня про его. Я честно призналась, что не знаю его отца лично, но так как родители супруга в разводе, у него уже другая семья. Но все же я общалась пару раз с ним по телефону и смогла это сказать. Я говорила все честно, как есть. И также мой супруг рассказал про моих родителей. Из таких интересных вопросов, шокирующих, на которые я прям явно была не готова, это был вопрос про наше место жительства. То есть в Нью-Йорке, я назвала адрес Нью-Йорка, где мы раньше жили. Она спросила, между какими улицами находится ваша улица. Я человек с картографическим кретинизмом, и когда она спросила это, мой муж заулыбался, потому что он знает этот факт обо мне. Но я, если честно, мне как-то от стресса, я не знаю, от нервов, мою память как шибанула, я просто сразу вспомнила две улицы. Я сама тебя не ожидала, но я назвала эти две улицы. Я не знаю, откуда они мне пришли в голову, потому что я, правда, очень плохо запоминаю улицы, пересечения и все эти детали. Дальше был вопрос, она меня спросила, какие магазины находятся на нашем районе, в этом вот секторе. Ну, на этот вопрос я легко ответила, так как я очень часто гуляла со своей собакой Бэнкси, очень хорошо знала всю эту местность. На этот вопрос было не тяжело мне ответить. А потом она спросила, какие телефонные компании находятся там. Опять же, это Apple Store, T-Mobile, и все, что я знала, я просто быстро рассказала. Хочется заметить, они это спрашивают не с целью завалить тебя как-то или дать тебе почувствовать. Если даже ты не помнишь, ты просто должен честно сказать, что ты не помнишь или подзабыл. Они это больше спрашивают, чтобы проверить, посмотреть на твою реакцию. Ведь они тоже люди, они не психологи, они работают со многими людьми, через них проходит очень много людей. Они просто хотят посмотреть, не врете ли вы. И иногда забыть что-то — это вполне нормальная вещь. Также она спросила про дату нашей свадьбы, как мы встретились. Про встречу она сначала спросила моего мужа, потом остановила его и сказала: так, теперь с этого момента, пожалуйста, ты расскажи мне историю знакомства. Я быстро перехватила историю и рассказала историю нашего знакомства. Потом она спросила, как он сделал мне предложение, было очень приятно вспомнить. У нас вообще такая дружеская обстановка была, общение. Мой муж постоянно подшучивал надо мной, мне кажется, он просто пытался меня расслабить немного, потому что я нервничала, как я уже говорила. И она всегда тоже подшучивала обратно. Мне кажется, больше такой вот какой-то у нас был conversation, разговор такой дружеский. Она вспоминала просто наше прошлое и спрашивала, что как есть. Да, и еще она спросила про работу моего мужа. Это тоже такой интересный вопрос, потому что очень тяжело объяснить, чем он занимается. Его компания занимается инновационными технологиями. Объяснить действительно, чем они занимаются, очень сложно. Но я выкрутилась, я рассказала все, что я знала. Потому что сколько бы мне муж не объяснял, чем они занимаются, я до сих пор не могу понять, чем же все-таки они там занимаются. После всех этих вопросов она меня поспрашивала ряд вопросов, которые есть в иммиграционной форме, не являюсь ли я
и нет ли у меня каких-то плохих намерений в этой стране. Конечно же нет, на все вопросы я ответила нет. И потом она закрыла папку и сказала, что наше дело выглядит хорошо, и она одобряет наш кейс, выдает мне грин-карту. Но на это потребуется какое-то время, потому что им нужно закончить этот процесс. И вот я все сейчас жду, когда онлайн-статус поменяется на выдачу. Но я не переживаю, потому что она уже нам на самом интервью подтвердила эту грин-карту. Сейчас уже вопрос... То есть надо опять ждать, и в принципе все. Итак, вот я стану резидентом Соединенных Штатов Америки. На самом деле, через брак это один из самых легких способов получения этого документа, потому что у меня очень много друзей, которые проходят через разные способы. Кто-то через работу, кто-то через беженство, кто-то через учебу и так далее. У каждого свой индивидуальный кейс и мотив получения резидентства. Могла бы я подумать, что я когда-нибудь стану резидентом Соединенных Штатов Америки? Наверное, да, но не думала, что это случится так быстро, потому что в 2011 году, когда я сюда приезжала по визе J1, Work and Travel, для меня это было просто вау, там, быть в Америке. Но потом я поездила по миру, и у меня не было никогда такой цели прям стать резидентом США. Мне просто хотелось жить, путешествовать в разных странах, и просто на тот момент я не хотела жить в России, я хотела жить в другой стране. И все эти визовые иммиграционные вопросы, они достаточно тяжелые, они всегда мешают тебе жить нормально. То есть ты не можешь просто поехать в какую-нибудь нормальную страну и жить там. Тебе нужно пройти ряд всяких иммиграционных моментов. Многие мои друзья даже не могут воссоединиться с их мужьями, потому что они находятся в разных странах и не могут быть вместе. Это всегда такой очень тонкий вопрос. Но я считаю, что он не должен никого останавливать, и планета Земля, она открыта для всех. Просто нужно ставить цели, изучать вопрос, как можно легализоваться в какой стране, искать способы, находить их, идти к своим целям, и в принципе все, можно путешествовать, можно ездить, смотреть разные страны. Это мой опыт, и я бы хотела сказать большое спасибо моей подруге Ксении за поддержку, потому что она находится в Соединенных Штатах уже 8 лет, по-моему. Хотела бы сказать ей большое спасибо, Ксюша, если ты смотришь, потому что поддержка друзей очень важна. Эмоциональная была поддержка, информационная. Ну и вообще было круто знать, что кто-то тебя поддержит, потому что когда ты рассказываешь это маме или сестре, они могут тебя до конца не понять, потому что они не проходили через это. Друзья, которые прошли через это, они тебя лучше понимают. Всем спасибо. Такой у нас разговорный влог получился. Оставляйте лайки, комментарии, и если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я всегда рада вам помочь. С любовью, Вентоша.